Друзья, всем привет, с вами Александр. И такая криптоигра, как Age of Mars, получила глобальное обновление. Там довольно много разных изменений произошло, и в том числе изменений, которые касаются free-to-play игры, то есть игры без вложений. Появились новые здания, новые ресурсы, новые прокачки, бустеры. Также еще будут в дальнейшем, в ближайшее время, тоже новые введения касательно интеграции токена МРТ, с помощью которого мы тоже кое-что там сможем делать. В общем, об этом и обо всем я вам сегодня расскажу. Еще, ребята, 10 из вас, кто напишет комментарий под этим видео, я отправлю по 1000 ресурса. Но для этого в комментарии вы должны указать ваш ник в игре. Отображается он вот здесь, чтобы я мог вас найти и отправить вам ресурсы. Я разыграю 10 тысяч ресурсов по 1000 10, кто напишет этот комментарий. Это обновление позволяет нам расширять нашу инфраструктуру, ну именно то, что касается зданий. И также оно нам позволит строить бустеры. Бустеры, которые будут позволять нам улучшать NFT-шки, которые добывают нам ресурсы, то бишь увеличивают реальный наш доход в долларах. Меняется немного внутриигровой баланс. У нас становится больше ресурсов, добавился еще один дополнительный ресурс. Это у нас, ребятки, микрочипы. То есть у нас есть завод по добыче бетона, завод по добыче металла, и теперь у нас еще есть здание, которое производит микрочипы, ну, завод по производству. И нам говорят, придумайте свою стратегию развития и рационально распределяйте ресурсы. Ну, у нас ресурсов ограничено, да, и мы должны выбирать, что мы будем прокачивать. Прокачать сейчас склады, там, завтра прокачать завод 1, послезавтра завод 2, или может насобирать и прокачать там командный центр, либо исследовательское здание. В общем, тут уже есть кое-чем поиграться. Исследуйте и используйте технологию Booster Factory. Постройте новое здание и начните производственный процесс. Эти бустеры у нас используются как раз для увеличения доходности наших NFT-шек. Всех трех типов: водяных, теплиц и топливных заводов. Это то, что уже как бы есть сейчас. Но что нас ждет еще впереди? Это интеграция токена МРТ в игровую механику. Это должно нам позволить производить больше бустов и получать дополнительные преимущества от использования токена МРТ. То есть каким-то образом с помощью токена МРТ мы сможем увеличивать прибыльность наших NFT-шек. Вероятно, будут либо какие-то отдельные здания, которые можно купить за МРТ, либо просто как-то прокачивать бустеры, заводы. Booster Factory можно будет именно за МРТ. Прежде чем мы перейдем копаться на карте, давайте посмотрим, что еще у нас вышло в игре. Совсем недавно у нас появилась в продаже легендарная топливная станция NFT Motus, которая стоит 10 тысяч токенов МРТ. На данный момент это, в принципе, 10 тысяч долларов. Также напоминаю, что до 8 марта у нас идет NFT Motus Airdrop. Это акция наподобие NFT Christmas, где разыгрываются топливные станции, их там 30 штук разной редкости, за то, что мы пользуемся токеном МРТ. За покупку определенного количества токенов МРТ, ну и хранение на балансе, до окончания акции, то есть до 8 марта их нужно хранить на балансе, вам выдаются билетики. То есть первый билетик вам дадут за 5 токенов, 2 билетика дадут за 10, ну а уже 5 билетиков вам дадут за 100 МРТ. Но 100 МРТ это стоимость одной NFT Motus. Всего, как я сказал, будет 30 NFT-шек, то есть 15 коммонок, 5 анкомонок, 5 рарок, 3 ультра рарки, 2 эпика и одна вот свежеиспеченная легендарочка. Легендарка приносит 6 баксов в сутки, а анкомоночка 1 бакс в сутки. Напоминаю, что NFT Motus добывают на 20% больше ресурсов, чем кислородные и водные станции. То есть они самые выгодные. Но опять же не забываем, что нужно иметь у себя ресурсы все, и воду, и кислород, чтобы пользоваться топливной станции, потому что она потребляет и воду, и кислород. Ну, там в небольших количествах, но все равно потребляет. Так что, ребята, не забывайте про эту акцию. Ну, а теперь давайте перейдем на базу и непосредственно потыкаем, поклацаем все, что у нас здесь есть. Итак, как вы видите, у нас существенно увеличились склады, то есть 3000 у меня ресурсов одних, 8000 других. Если мы нажмем на экстрактор бетона, то вы увидите, что он добывает 8000 в день. Там не там 1000 в день, как было там, или там 500, там была цифра вообще небольшая до обновления, почти 8000. И как вы видите, здесь уже есть бонус с технологий, плюс 10% производства бетона. То же самое у нас и с экстрактором металла. Он добывает почти 4000 металла, бонус 10%, но смотрите, какая емкость, 900. То есть на данный момент
Нам нужно 4 раза в день собирать ресурсы, чтобы это было максимально эффективно. Тут надо как бы сейчас еще разбираться в этом деле. Можем ли мы увеличить эту емкость благодаря нашим складам? Да, скорее всего можем. И видите, у нас даже уже на складах у нас есть 5% бонуса к емкости. Это благодаря исследованию, которое мы делали. К ним сейчас мы перейдем. Ну и стоимость прокачки, видите, выросла. То есть уже произошел определенный ребаланс. То есть у нас 1500 металла нужно и 3000 бетона. Но, как видите, кнопочка у нас не активна. Это, я думаю, из-за того, что у нас не прокачан сейчас либо командный центр, либо исследовательское здание. Вот что-то из этого нужно. Итак, давайте смотрим. Да, вот чтобы прокачать командный центр, нам нужно потратить 6500 и 13 тысяч ресурсов. То есть на это уйдет 2 дня, чтобы это все дело собрать, даже чуть больше, с учетом не стопроцентного сбора. 4-й уровень солнечных станций открывается. 4-й уровень складов. И 4-й уровень бетона и железодобывающего завода. Так, крутим в сторону. Появляется новое здание. Это вот как раз и есть завод микрочипов. И уровень 3 исследовательского здания. То есть нам нужно в первую очередь прокачивать, ребятки, командный центр. Потом, может быть, стоит даже качнуть склады. Или один хотя бы склад. И потом качать командный центр. Теперь давайте перейдем в раздел исследования и посмотрим, что у нас здесь. И у нас здесь все тоже поменялось. Если вы помните, у нас на первой вкладке было все прокачано по максимуму. По-моему, было по 3 очка, или они, может, перераспределили как-то. Вот сейчас я могу увеличить добычу бетона и металла. Но для этого нужно потратить по 16 очков исследования. Очки исследования нам начисляются просто по времени. Для этого нам ничего делать не нужно. Повышать эффективность электростанции смысла нет. У меня 92 из 288, то есть у меня запас более чем двухкратный. Емкость всех складов на 5 увеличивать. Ну, тут может быть. То есть всего я могу уместить металла 7300. Так, а сколько здесь мне нужно? 6500. Ну, то есть впритык. Впритык. В принципе, у меня все помещается, потому я думаю, мы здесь увеличивать это все дело пока что не будем, а пойдем вот сюда. Увеличим вот здесь. Металл и бетон. Но что же нам все-таки лучше сделать? Вот металл и бетон. Металла мне не хватает чуточку больше. Смотрите, бетона у меня 8000, то есть меньше, чем в 2 раза нужно увеличить. А бетоном, точнее, а металла мне нужно в 2 раза. У меня 3000, а нужно 6500. Давайте тогда я в первую очередь качну металл. Вот этот мне, добыча металла. Давайте ее улучшаем. Ну и у меня осталось 9 очков. 9 очков я пока приткнуть никуда не могу. Там будет видно. Давайте идем дальше. Смотрите, что у нас на 3-й станции. Нам нужно улучшить исследовательский центр до уровня 3 и получить доступ к 3-му уровню технологий. Ну, то есть и исследовательское здание нужно качнуть. Улучшение называется емкость исследовательского центра. Увеличить максимальное количество очков исследований, которое может быть накоплено в исследовательском центре. Ну, тоже, опять же, не знаю, насколько это эффективно, насколько оно нам нужно. Подождите, у меня здесь было 25 очков, а пишет, что всего лишь 9 из 14. То ли это со старых времен, то есть у меня было накоплено. Но это я как бы завтра смогу понять. Потому что если у нас сейчас реально максимум 14 очков, то, конечно же, да, мне придется улучшать вот эту вот штуку. Потому что я даже не смогу тогда качнуть, что ли, вот этот 18 очков. Ну, видите, пока что неоднозначно. Только вот буквально эти изменения вступили в силу вчера. И вот с теми же очками исследования непонятно. Вы видели, что у меня отображалось их 25, но сейчас пишет, что максимум 14. Добывается, получается 11 единиц в день. А емкость, видите, всего лишь 14. А ну-ка, а на складе? Ну, на складе технологии не хранятся. Так что придется, скорее всего, нам и эту штуку тоже качать. Но потом, потому что я, получается, не смогу улучшить ни того, ни другого на данный момент. Видите, потому что нужно собирать 18 технологий, а максимум у меня 14, либо тут даже 16. То есть мне нужно будет улучшить командный центр, улучшить исследовательский центр, потом в исследованиях прокачать вот эту вот штуку, и только потом я смогу вернуться и прокачивать уже свой завод и бетонку на более высокие уровни. Ну и тоже касается уже и дальше. Ну, я смогу, по идее, только сейчас качать вон какие-то склады там и один раз еще качнуть солнечные панели, хотя мне это не нужно. Вот примерно такая вот у меня получилась, ребята, стратегия по прокачке. Командный центр, исследовательский центр, потом уже качаем ветки исследования. Давайте пробежимся по NFT, что у меня тут получается. Я могу апгрейднуть мою рарочку. 5000 ресурсов это стоит. Ну, давайте будем апгрейдить, пусть качается. Так, что по Мотусу? Мотус тоже могу апгрейдить уже на 7 уровень.
Здесь нет. Ну, это понятно. Так, я вообще-то с большим нетерпением жду, когда я качну уже вот в свою вторую NFT-шку на 10 уровень. Но она такого 8 уровня и ждать довольно долго. 142 часа. Это, короче, почти, 6 дней получается. Ну, а за 150 баксов можно купить сразу 10 уровень на маркете этой NFT-шки. Давайте заглянем в Marketplace. И смотрите, вот тут такая классная штука есть. Допустим, выбираем кислород. И вот ползунок показывать от второго уровня. И вот смотрите, есть за $140 NFT-шка кислородная 10 левела. На 40% дороже, чем стоит базовая. Базовая сейчас стоит вообще 95, по-моему. Но тем не менее, смотрите, блин, ребята, кто-то даже качнул, вот рарка качнутая до 10 уровня. Неплохо, неплохо. Что у нас по водным станциям, давайте глянем. По водным станциям выбора, смотрите, побольше намного. Ну да, потому что все начинают с водных станций. Я покупал 10 уровня кислородную станцию, когда они стоили вот по 135-140 первого уровня, тогда курс был выше. Я буквально доплатил $10-15 и купил десятку. То сейчас надо доплатить $45. То есть выросли в цене более прокачанные NFT-шки. Потому что первые 95, да. А при курсе там $1.30 они стоят 130. Ну вот такое вот интересное, ребята, наблюдение. А вы, кстати, заглядывали тут, исследовали всю карту? Смотрите, у нас здесь даже есть следы древней реки, вот обломки метеорита, вот еще метеориты. Прикольно, кстати, если бы они сделали, чтобы можно было вот там ездить и собирать, вот отправлять какую-то там небольшую экспедицию в эту сторону, чтобы еще прокачали геймплей. Ну, разработчики, как видите, не сидят на месте, довольно оперативно. Там чуть ли не каждый месяц у нас происходят какие-то интересные изменения, расширяется бесплатная составляющая игры, и это, в общем-то, мне нравится. Так что, друзья, присоединяйтесь к игре в Age of Mars, ссылка будет в описании. Подписывайтесь на канал и вступайте в телеграм-канал, чтобы всегда быть в курсе последних событий. И еще розыгрыш за комментарий, ребята. 10 из вас, кто напишет комментарий под этим видео, я отошлю 1000 ресурсов на ваш аккаунт. Но для этого мне нужно знать ваше имя в игре. Вот имя отображается вот здесь. То есть в комментариях напишите пару слов и обязательно укажите ваш вот этот ник в игре. Ну, также настоятельно рекомендую быть вам в Телеграме, чтобы я мог с вами связаться. В принципе, в Телеграме можете тоже продублировать ваш комментарий с вашим ником. Но в первую очередь я смотрю под Ютубом. И жду ваши комментарии с указанием вашего ника в игре. И потом я выберу 10 человек. Комментариев будет немного, ребят. Может, эти ресурсы получат абсолютно все. И будет всего 10 комментариев. Так что не ленись, напиши и получишь 1000 ресурсов. А 1000 ресурсов это $1. На этом все. До скорых встреч.